Приветствуем вас на канале Раиса Греченко, дача, сад, огород, цветы. Начинаем агрогороскопы на июль 2021 года. И первый такой агрогороскоп посевной, лунный посевной календарь на июль 2021 года, время московское. Начинается 1 июля еще в знаке рыбы, но затем в 4 часа 22 минуты утра будет происходить переход убывающей луны в знак Овен. Это убывающая луна. 2-го уже луна перейдет из 3-й в 4-ю фазу. И 3-го тоже это время Овна, но снова же срезано время Овна, потому что с 7 часов утра 17 минут до 16 часов 28 минут луна будет без курса. Итак, чистых у нас остается рабочих часов. Это 1 и после 12 часов 2 июля, когда можно сеять зерновые сидираты. Делаю акцент на зерновых сидиратах. Они нормально растут и нормально получается все. Не сейте в летний период горчицу, любые крестоцветные. Сильно много разводится вредителей, и вы не получите тот эффект, на который вы рассчитываете. Ну вот это у нас по Овну, выбывающей луне в начале июля месяца. Затем очень хороший период, супер. Вот мне нравится, что в июле наконец-то Телец раскроет все свои таланты. И вот с 16 часов 28 минут, а лучше с 17 часов 3 июля в Тельце начинается продуктивное время. И здесь будет тоже продуктивное время 4 июля и 5 июля. До 19 часов можно делать такие посевы. Повторные посевы свеклы, моркови на хранение. Выбирайте ранние сорта, чтобы успеть получить раннюю продукцию. А также сеем семена черной редьки, дайкона. Это тоже на хранение. Ну и можно зеленушку посеять при желании, если есть такое желание. Но лучше в это время вот все корнеплодное сеять, очень хорошо получается. Вот это Телец. Далее луна без курса 5 вечера. И из сна она выйдет в знаке Близнецы уже 6, и здесь будет 7 и 8 будет до 16 часов 52 минут. Близнецы не посевное время в летний период. Единственное, что можно сразу же по вашей просьбе, можно усики укоренять очень хорошо, усики клубники, земляники. Вот это что можно делать. 8 начинается время Гекаты, и это время Гекаты начинается, смотрите, луна у нас получается без курса утречком, а еще раньше время Гекаты начинается, и это время уже рака. Рак вечером, но вот время близнецов и рака вот будет уже ощущаться вот эта энергия черной луны. И это же будет ощущаться 9, 10 у нас новолуние, 11 снова же Геката и 12 Геката до 4 часов утра и 17 минут. Но так как у нас здесь во Льве Геката завершается, пока проснется уже луна, далее луна без курса до конца суток, поэтому во Льве практически летом тоже нечего сеять. И только начинается 13-го после 12 часов, когда луна уже выйдет из спячки своей, проснется, и тогда в Деве можно. Что можно еще? Меня попросили подсказать, когда еще можно огурцы в середине месяца посеять для теплицы. Вот как раз Дева покровительствует, огурцам можно 13-го посеять и 14-го. И укроп можно посеять. Я уже это испытала, очень хорошо получается в этот период посев. И до конца сентября у нас даже в октябре был зеленый укроп. Очень хорошо все выходит. Далее, что можно еще? Растущая луна, семена, цветов, двулетники, многолетники на рассаду. Сейте 13-го после 12 часов и 14-го все 24 часа. Затем 15-го вот такой период у нас получается отдыха, потому что в весах, это переход будет в знак весы,
Но аж в 17:32, ну, у нас Луна без курса будет с утра и до этого периода, поэтому мы это время отдыхаем. Ну, а посевы можно начинать уже вечером, после 18, прошу прощения, после 18 часов, что можно посеять в весах. Растущая луна, в заранее увлажненную землю. Можно посеять еще сахарную кукурузу. Очень ранние сорта есть сейчас иностранные, у них созревание идет 60-65 дней. Можно еще в сентябре получить хороший урожай кукурузы в это время. Ну, конечно же, можно сеять семена зерновых сидератов, а также семена цветов на рассаду. Это двулетники, многолетники, 16 числа. Ну, а 17 тоже весы, но здесь уже не посевное, не посадочное время. У нас 17 переход Луны из первой во вторую фазу, плюс-минус 12 часов, от 13 часов 11 минут от момента перехода. Зато уже в Скорпионе вечером будет Луна в 21:39, естественно, уже дни сокращаются, и в это время уже будет темно, мы ничего не сеем, зато уже, смотрите, 18 и 19 практически почти весь световой день можно сеять семена зеленых культур, семена пекинской капусты на рассаду, вот это очень хороший период. Семена сидератов, семена зеленых культур. Кстати, в это время очень хорошо тоже высаживать усы земляники, клубники. Напоминаю, это для тех, кто меня просил вычислить вот эти и подсказать лучшие периоды. Итак, мы завершаем хороший период до 19 часов 19 июля, вот эти посевы в Скорпионе. Затем идет время Стрельца уже на следующий день, 20-21 июля. Но в Стрельце, кроме зерновых сидератов, ничего не сеем. Это июль месяц, жаркое время, только вот эти культуры можно высевать, семена этих культур. Затем идет период сожженного пути полнолуния. Вот Козерог в этом месяце будет отдыхать. Луна в Козероге, время полнолуния, смотрите, у нас 22, 23, 24 и 25 в Водолее занимает вот это время сожженного пути полнолуния, никаких посевов не проводим. Ну а уже 26 после 7 часов утра можно уже в знаке рыбы сеять семена сидератов, зеленых культур, снова же семена пекинской капусты на рассаду. Это будет и 26, и 27 очень хорошее время. Ну, а утром уже 28 и до обеда Луна как будто бы в рыбах, но снова же Луна без курса, спящая Луна, бесполезные посевы. И только уже после часа дня, то есть после 13 часов 28 июля, можно в Овне сеять семена зерновых сидератов. А также, кстати, я вот высаживаю лук на зелень, очень хорошо к осени лучок получается к салатам еще. Это можно сделать 29 и 30 весь световой день. Затем Луна без курса с 22 часов 40 минут и до момента перехода Луны в знак Телец до 23 часов 8 минут. Ну и в Тельце завершит свой ход Луна в этом месяце, в июле 2021 года. Но здесь будет переход Луны из 3 в 4 фазы, поэтому никаких посевов, ничего не проводим. Единственное, что по другим видам операций вот есть кусочек времени, который мы из Тельца можем использовать. Ну, это будет чуть позже. А сейчас мы прощаемся с вами. Вот такой у нас посевной календарь на июль 2021 года. Желаем вам удачи, крепкого здоровья и чтобы вы с хорошей погодой, желаю вам хорошей погоды, получили хороший урожай и где-то повторные посевы вам помогли подготовиться к зимовке. Ну что ж, всего самого доброго, до новых встреч в новых видео.